it's supposed to feel. Что-то мы сегодня будем заниматься интересными вещами. Я же ни разу еще Теслу не заводил сам. Как завести-то вот этот шайтан машина? Чуть, короче, не влупился в стену. Перепугался капец. Походу придется снизу вот там вот добавлять ссылку, короче, на фонд вот этот вот благотворительный. Подайте, пожалуйста. Короче, ситуация очень-очень простая. Ой-ой-ой-ой, там чудак только что нам чуть в жопу не въехал. Тесла закрылась и не открывается. Причем непонятно вообще, какого черта она закрылась. Дергаем. Нету. Так, ребята, я вас забыл. А сегодня у нас Bolt Cars. Ну и как же вас с собой-то не взять, получается-то, да? Что-то мы сегодня будем заниматься интересными вещами, забирать какие-то запчасти. Я уже отношения к Bolt Cars никакого не имею, но просто пока помогаю. Там немножечко так вот, вот так вот. Так, ребята, нужно найти Теслу. Вот ключ от нее, ключ-карта. Наверное, вот это. Ну какая еще может быть серая Тесла, как не вот это? А что делать-то? Она сама рассказывает. И просто в чем прикол? Я же ни разу еще Теслу не заводил сам. Ё-моё, блин. До чего техника-то дошла, а? Автопилот, говорит, максимум спид. Как завести-то вот этот шайтан машина? Чего вообще с ней делать-то? Сервис реплей батарей. Хорошо, окей, хорошо. Божечки, ты мой компуктер! Кто компуктер сделал из машины? Где, чё, куда нажать? Ладно, положил. Кнопка где? Кнопки нет, ну конечно. Ну какая может быть кнопка, блин? Это ж Тесла. Чаржен, автопилот, педаль. Блин. Я сейчас заплачу. Что такое? Я ж программист у мамки. У мамкин программист. Как ее завести? Теслочка. Теслочка, как тебя завести? Как тебя завести? Ну вот это что ли? Бля, игры. Все, я все понял. Божечки, все, папа в бизнесе, все нашел. А там-то еще и багажника нету. А что делать-то? Дайте хоть пристегнусь на этой адовой тачке. Первая моя езда на Тесле. Я ж никогда не ездил раньше на электричке. Это как будто ездить вообще, как будто ты никогда не ездил. Это прям вообще капец как по-другому. Так, драйв. Выкручиваем руля. Едем потихонечку. А у нас, короче, колеса же еще все пробиты. Блин, ну прикольно, короче, как в этом компьютерной игре какой-то. Да, и она останавливается. Просто отпускаешь газ, и она останавливается. Охренеть. Короче, интересно. Ладушки, сейчас загоню, поставлю и потом вам все покажу. Сейчас пока сидел за рулем, чуть, короче, не влупился в стену, потому что для того, чтобы поехать, тебе нужно нажать педаль газа. И она сама не ездит, пока ты ее не жмешь. Ты ее отпускаешь, она тормозит. И вот как бы я нажимаю, а это же электричка, этот электромотор, она резко так, хоп, я в тормоз. Перепугался капец. Ну да ладно, короче, меняем на ней колеса, потому что здесь беда. Так, ребятки, короче, переобул я Теслу. И уже, видите, и сам переобулся. И занимаемся мы заменой дверей на Тесле. Смотрите, короче, какая у нас креста получается. Собрал половинку. Сейчас, короче, бамперочек накинем, крылышко. И будет лялечка, будет просто бусинка. Собираю, короче, из того, что есть наличные. Честно говоря, короче, очень большой косяк в том, что страховая просто забыла положить сюда пакет с болтами. Так бывает часто. Бывает, забывают фары положить, которые сняли. Там двери даже бывают, забывают положить. Это ужас, конечно. Блин, раздолбай. Все это можно купить и у нас дома. Причем у нас дома еще и легче, чем здесь. Здесь огромная проблема в Америке вот со всей этой фигней, блин, заказом болтов и прочего-прочего. Поэтому собираем из того, что есть. Давайте-ка еще я тут чуть-чуть, короче, все это тут попакую. И потом вам покажу, что получилось. Так, ребятушки, время близится к обеду. А я на попе с горки еду, как говорится. Короче, вот я все-таки успеваю немножечко Теслу дособирать. Сейчас я вам покажу. А вот тут вот
Мазерати, короче, лишается пленки. Красивая Мазерати, блин, вообще трезубец, это, конечно, дизайн супер. Внутри пацаны говорят, что гадость полная, типа старые технологии, а продают задорого. Самая быстродешевеющая машина из такого сегмента, но визуал очень красивый. Ну вот, короче, уже вот у нас получается вот такая вот красота. Пару крепушек не хватает, сейчас все это поставим. Ну, как бы я вам покажу, конечно, результат финальный, а как же без этого. Ой, что я вам скажу, короче, ужасно сложно собирать Теслу. Ну, не потому что сложно, потому что здесь что-то сложно, нет. Получается ситуация такая, короче, собираю, вешаю бампер, вроде все вешается. Смотрю, короче, не хватает вот здесь вот чего-то, чтобы закрепился бампер. Оказывается, нужны вот эти железки. Пошел, короче, нашел эти железки, поставил с двух сторон. Начинаю, короче, вешать бампер, защелкиваю. Смотрю, короче, что-то вот тут вот болтается. Видите, пластмассина? Вот здесь вот такие вот маленькие пластмассочки ставятся. Пошел, нашел, поставил. Прихожу снова, щелкиваю бампер. Все защелкивается, смотрю, одна сторона висит. Ё-моё, не хватает вот этой крепухи. Пошел, короче, снял с другой тачки, повесил эту крепуху. И вот эти вот танцы, это, конечно, капец. Это просто какие-то танцы с бубном получаются. И вот все вот так вот. Ну, короче, просто потому что очень много запчастей. Очень много запчастей. Ну, на данный момент уже все поставил. Сейчас защелкну бампер, закручу. И я думаю, что передняя часть будет закончена. Вставить корыто. Вот то вот корыто. И как бы на этом мы с передом закончим. И еще есть зад. А у зада нет проводки. У зада две проводки назад. И обе половинки. Их нужно сейчас спаять. Пипец. Фух. Короче, ребят, собрал. Здесь, понятно, едет вот так, как есть, потому что это трогать нельзя, они будут восстанавливать, и лишний раз металл, короче, вот этот вот, а это алюминий, трогать нельзя, потому что каждое движение это растяжение металла, и это все хуже и хуже и сложнее для исправления, соответственно, вот этого вот. Поэтому бамперочек задний висит, все в крепление, все крепления на месте. То крепление, которое поломанное, оно вот есть в багажничке. Поэтому машинка почти собралась. Вот она такая нарядная, красивая, аккуратная. 21 тысяча миль на ней. Даже зазоры на месте, ребят. Я даже не старался сделать что-то здесь идеально. Короче, вот так вот оно все. Так, вот так, вот так, вот так. Дверечки торчат только лишь потому, что у нее еще... Соответственно, удар, вот здесь петли вмяты. Запчасти новые навешиваются по одной простой причине, потому что все, что будет лежать в багажнике, будет растамаживаться. Вот так вот отправится машинка хозяину. Так что осталось ее загнать на подъемник, накинуть вот эту вот накладочку. И там 3 защитки стоит. 3 защитки под днищем, тоже буквально на пару болтиков все прикручиваем, но чтобы все держалось крепко для транспортировки. Там уже люди, скажем так, дособирают, потому что, к сожалению, страховая потеряла болты. По метизам, по креплениям забрали вот просто на все то, что у нас было и то, что мы смогли купить. Ну вот, короче, вот у нас что получилось. Все красиво. Кстати, мустанжик тоже я там разбирал, всякие детальки, запчастюльки. Полсалона разобрал ему. Такой вот я беспорядок наделал. Короче, снимал там блок АБС, снимал ремни, снимал подушку в коленках. Все будет меняться. Ой, блок АБС, блок СРС. Ну, все, болткарс до завтра. Надо и отдыхать. Это уже почти 8 вечера. Все, ребятушки, пока-пока. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. Так, ребятки, всем привет! Сегодня у нас тут день джеты. Вот такая вот красотенежка у нас под капотом вышла. Я тут немножечко потер, что-то сделал покрасивше. Так что уберем сейчас немножко тут еще потеки. И надо заняться подкраской. Такие вот штуки. Здесь. Убрать это вот непотребство в салоне, это ужас, конечно. Ну и, соответственно, дверные карты вытереть. Сделать красоту. Так, ребят, короче, мы тут подъемник выделили. Конечно, так себе подъемник. Это стапельная машинка. Сливаем маслице. Самое главное, не с коробки. Ой, я уже с коробки так пару раз сливал. Я думал, что с двигателя. Ой, ну бывает это еще. В начале пути было. В начале путя. Блин, ребята, вопрос. Как слить масло и не облиться? Тут вот даже тазик-то некуда просто... Вот, понимаете? Как это все? Ну, норм.
Видите, даже пальцы чистые. Аккуратненько подержал тазик. Вот сейчас последнее стечет. Масляный фильтрик пока поменяем, пока вот это вот стекает и журчит здесь. Вот ТТОшечка будет сделана на этом прекрасном автомобиле. Хотя я бы еще сиденье хотел поменять. Так что сделаем, ребят. Короче, вы, наверное, офигеете, но в мотор льется матюль сюда. Он стоил $53 за 5 литров. А если брать самое недорогое масло сюда, оно стоило бы $40, там 42. Поэтому как бы матюль однозначно, и все, и вперед, и вперед, и дизелек живи. Короче, Андрюха, я не знаю, что ты будешь делать на монтаже, но я не выговариваю сегодня слова. Макс, ответ на вопрос. А что ты мне с моими подписочниками запрещаешь разговаривать? Я не с ними тебя запрещаю, ты сам собой. Берегаю тебя от дурных вещей. Дурных мыслей в дурной голове. А люди могут подумать, что я тебя от подписчиков ограждаю. На самом деле-то нет, ты просто так же иногда ходишь, вот так с рукой разговариваешь пустой. Поэтому Дайте. просто чтобы на улицах тебя нормально воспринимали. Походу придется снизу вот там вот добавлять ссылку, короче, на фонд вот этот вот благотворительный. Именно так. Подайте, пожалуйста. Так, ребятушки, всем привет! Сегодня будет поездка на вот таком вот великолепном красном пикапе, который мы недавно собрали. Я там должен был запчасти какие-то привезти, отвезти. И как бы меня попросили помочь, чтобы я отвез. Так что сегодня будет такой первый опыт покатух на пикапе, на большой машине, потому что я на таких огромных тачках не ездил. В принципе, ничего сложного, как бы, я думаю, пройдет без эксцессов. Но просто прикольно, мне как бы такие машины нравятся большие. Так что покайфовать, порулить за рулем вот такой вот Toyota Tundra, которая вот так вот завалена запчастями. Ох, ну все, ребятушки, в бой. Ну чё, ребят, поехали на кабанчике-то. Он, кстати же, очень мощный, он такой рататата дает. Нам рататата на первое время не нужно. Что-то пока стрёмно, надо чуть-чуть на нем прокатиться, вообще понять, что это такое, прежде чем что-то рататата нажимать. Какие ощущения? Машинка большая, машинка едет, поведение не очень однозначное, ее болтает. Ну, то есть она большая, она как корабль плывет. Ее вот немножечко подергивает. Я думал, что я в ней потеряюсь. Ну, то есть первое время, само собой, пока будешь ехать там, знаете, непонятно там, чё, куда, где ты едешь. Ну, то есть именно по полосе, да, то есть насколько ты там левее, насколько ты правее своей линии. Да нет, норм. Ну и еще непривычно, что она вот такая вот вся расхлябанная вверх-вниз, вот ее болтает прям. Ну, прикольно, интересный агрегат, едем. Кстати, можете посмотреть, как вот я из салона, да, вот все это вижу. Я вот так вот сижу, и вот такая вот у меня тут движуха. То есть как бы правой стороны не видно вовсе. Че, нам не привыкать? Не видно так не видно. Главное, что в зеркалах все видно. Недолго музыка играла, недолго пел аккордеон. Мы попали в пробку. Вот буквально 5 минут отъехал от офиса. Ё-моё, еще 18 минут через пробку. Кстати, еще что интересное заметил. Наша тундра, ребята, лифтованная. Ну, то есть она на поднятой подвеске. Тут не завод, а что-то, видно, чуть-чуть доделывали. И мы выше, чем даже вот Такома, которая спереди. И выше всех других пикапов. Представляете, выше всех других пикапов. Вот даже коммерческий пикап едет, который изначально как бы высокий. И мне кажется, что он даже чуть-чуть пониже нас. Как-то ощущение наравне вот с фурами. С вот этими, что справа двигаются. Ой-ой-ой-ой, там чудак только что нам чуть в жопу не въехал. Вот это прикол. Не знаю, было ли на зеркале, но я прям видел, как его аж занесло, дебила. А, это он не нам, это он чуть Мерседесу не ввалил, который вот тут вот. Охренеть. Вот тот братишка, который чуть не вальнул на Сатурне. Капец, почти с фурой наравне едем. Вот смотрите. Шок-контент. Шок-контент. Блин, ну пока, короче, я офигеваю. Пока еду, такое прикольно, все такое мягкое, большое, куда-то там влево-вправо его носит. У нас тут дождь. Охренеть. Знаете, в этом нет ничего плохого, но и хорошего тоже ничего нету. По очень простой причине. В дождь американцы водят очень плохо. Они и так плохо водят. Но когда дождь, у многих вообще паника, стресс. А мы на большой машине. Надо будет быть внимательнее. Так, короче, подъехали мы. Компания Leon Transport. Будем им передавать запчасти. Короче, двигаемся на ярд. Отдаем запчасти на ярде. Нормальный у них тут ярд, ребята. Смотрите. Не меньше, чем у нас был. Короче, все загрузили, фордик. Там еще каких-то запчастей не хватает, парочку. Но мы по списку все прошлись. Поэтому вот это вот все вот так вот компактненько выглядит. И здесь. Кстати, Ford Raptor вообще прикольный. Это, конечно, интересно. Это Ford Performance Raptor. Вот это все отшито, красивенько так. Интересная машина. Но, конечно,
На пикапе гонять это такое себе. Топить прям. Он же реально неуправляемый. Это все-таки грузовик. Ну так, пофаниться пару раз нажать, так сделать. Вур-вур перед друзьями. Ну, наверное, это максимум. Но она едет, да, едет довольно быстро, резко. Я не думаю, что она управляется. Короче, ребятушки, съездили, отвезли, отдали уже, как вы поняли. И в целом, короче, понравилась-то мне эта тундра. Ну, как большая машина. Слышите, даже... Короче, вы слышите, хорошая машина, правда? Если бы меня спросили бы после этой поездки, ну чё, взял бы себе пикап? Я бы однозначно сказал бы, взял. Огонь, огонь, нравится реально, и едет прикольно, и все. Возможно, единственное, что поэкономичнее какой-нибудь бы, и не вот этот вот, который то ли 6,3, то ли 6,7, не знаю, ребят, может я ошибаюсь, может он вообще 4-литровый, не помню я. Что-то я смотрел под капот и как-то не впечатлился. Да, прикольно, непонятно, куда едет, непонятно, то есть, ну, он такой шатки, валки, но при этом такой комфортный капец, и обзорность нравится. На самом деле, здесь обзора намного больше, чем кажется, и чем ты ожидаешь, когда вот, ну, видишь эту машину. Огонь, вот честно, пойдет, возьмем, хочу. Вот такие вот дела. Давайте я там это сейчас приеду обратно в Bolt Cars, я хоть себе такой маленький обзорчик сделаю все-таки на этот пикап. Такой коротенький, на 2 минутки. Пройдемся по кругу, вообще покажу, что как. Ну, как-то так вот это вот все едет. Итак, ребят, кратенький обзор. Первое. Батарея мертвая у него. Заводимся вот с того бустера. Еще не успели, короче, взять, купить, поменять. Ну и, в общем, как бы пикап. Жопка средняя. Есть маленькая, есть средняя, есть большая. Ну вот кузовок. Это средний. Зато кабина самая огромная. Место сзади капец. Здесь как в лимузине. Двери лопухи огромные. Вот просто посмотрите, вот это я сидел, и за мной места сколько. Машинку мы еще не убирали, так что не паникуйте, ребята. Она еще неделю как с аукциона только приехала, а уже, видите, катается. В салоне чего? Все ништяки там с блютусами, камерами задними. И сиденье ткани, ну и благо, что они ткань. Вот ехал, мне очень понравилось. То есть ты не прилипаешь, там ничего тебя не перегревает. И пока что вот таким вот образом собрана здесь мордочка. Сергей выбирает, хочет на него комплект фендеров купить, ну типа расширение такое, чтобы он пухленький был. И соответственно уже под это расширение купить бампер. Человек отчасти себе машину эту тоже брал, чтобы там куда-то на природу ездить, поэтому как бы имеет место быть, почему нет. По мотору 5,7 литра V8. Вот мы и узнали. Фары, кстати, нестандартные. Фар тоже типа какой-то там тюнячка. Ну, симпатичная тюнячка. Короче, комфортно, уютно. Взял бы я себе? Да, конечно бы взял. Вот такая вот Toyota Tundra. Ну что, что-нибудь еще поделаем? Может быть, Теслу соберем? Давайте попробуем. Так, появилась задачка заменить в Тесле Model 3. Модель 3. Вот, в Тесле Model. О, боже мой. Короче, задача такая. В Тесле Model 3 поменять пиропатрон. То есть пиропатрон взрывается и отсоединяет всю систему от батареи. Сейчас мы, короче, его быстренько поменяем, но инструкция такова. Снимаем, нажимая на вот эти 2 клавиши заднее сиденье, откручиваем специальным ключиком все вот эти болтики по кругу. Ну, короче, крышечку сейчас поднимаем и посмотрим. Крутим. Пойми, что открутил, зачем? Да, оно. Точно оно. Вот такая у нас тут красота. Попахивает она, кстати, так себе почему-то. И менять нам нужно вот эту штучку. Откручиваем ее аккуратненько и быстренько выдергиваем оттуда, потому что может искрить. Я открутил, короче, здесь 2 болтика. Теперь мне это нужно очень быстренько вот так вот вынять. Это хорошо получилось. Теперь мне нужно то же самое сделать в той Тесле. Только вот это вот, походу, влупленный. Ну, то есть ему беда уже. Надо вот с той вот снять и поставить хороший сюда. Как это называется? Снова я забыл. Фьюз, предохранитель, либо пиропатрон. Да, это пиропатрон. Пиропатрон, потому что он взрывается. То есть при аварии вместе с тем, как срабатывают подушки безопасности, срабатывает этот пиропатрон, отключая, грубо говоря, питание от машины.
Так, ребятушки, пропустили мы момент, как я делаю все то же самое, только в той красной Тесле, тоже троечки. Погнали. Все? Да? Ты уже поставил оттуда, да? Да, там уже снял. Включен только аккуратно, чтобы внутрь не упал, потому что может так ебануть, что, блядь, мало не покажется. Ну, будем надеяться, что они разряжены. Нет, не разряжены. Плита на месте, бегим, берем ключик, накидываем аккумулятор, еще клеммы аккумулятора, а у нее есть еще клеммы аккумулятора, еще маленького. Соответственно, пробуем завести, что у нас получилось. Так, ребят, у нас тут одна Тесла закрылась и не открывается. Сделал я вот такую вот приспособу. Уже вот протестил на вот этой Тесле. То есть на передних дверных картах есть механические ручки открытия. То есть видите как? Короче, работает весь этот механизм. Поэтому идем с вот этой штукой. Пытаемся открыть ту Теслу, которая закрылась. Причем непонятно вообще, какого черта она закрылась. То есть они так делать не должны. Ключ-карта внутри. Она просто не должна была. Просто не должна была. Короче, ситуация говно. Потому что щель маленькая. Короче, ребят, давайте я сейчас попробую порыбачить. Ну, к сожалению, записать не получится, потому что... Ну, так вам не будет видно, и сбоку вам тоже не будет видно. Сейчас давайте пару разочков попробую. Если зацепится, постараюсь одной рукой включить камеру. Так, ребята, есть, дергаем. Нету, ни хрена. Пробую. Вот так вот, блять. Простите. Я просто долго мучился, поэтому как бы эмоции. Ох, все, вскрыли Теслу, получается. Так, и что у нас здесь? И у нас здесь много-много вопросов по безопасности. И надо всю эту безопасность снять. Что-то у нас уже есть. Подушки у нас есть, например, под коленками. Вот ее можно будет поставить. Я вот про эту безопасность говорю, про эту подушечку. Ну и тут как бы все, понимаете, да? Все, старое все снимаем, то, что есть новое, уже новое поставим. Так, смотрите, на всякий случай покажу вам. Вот такой вот крючочек я сделал. Для того, чтобы когда он попадает под ручку, там есть выемка. И вот он вот этим ребрышком обязательно за эту выемку, когда ты его тянешь, зацепился. Ну и так и получилось. Со второго раза, когда я второй раз зацепился за ручку, я его открыл. Ну, это только для тех, кто сможет немножечко отогнуть стекло в Тесле. Благо, у нас повезло, оно не прилегало, потому что дверь до конца не закрыли. Закрыли бы до конца двери, я не знаю, как бы мы ее открывали. Ну, а так вот, с ключ-картой внутри. Кстати, я не знаю, как она сама закрылась, с учетом того, что ключ-карта была внутри. Ну, как-то так, есть как есть. Главное, что мы ее открыли. Блин, ребят, снимал потолок вот в этой вот новенькой Тесле, относительно новенькой. И, честно говоря, вот это вот было просто... беда бедовская, вот эта вот часть. Здесь находится вот такой вот плафончик, который, чтобы отсюда достать, пришлось так сильно его выковыривать. Вот, видите, это я все испачкал. Ладно, что испачкал, можно было еще и поломать и испортить. Ну ладно, кое-как выковырили. Потом, короче, она, висит и висит крыша. Я думаю, наверное, надо что-то открутить. Ну, не крыша, а обшивка. А на самом деле откручивать нечего. Пришлось тянуть, потому что она вот этих вот защелках. И это так тяжело, то есть настолько там защелкнуты сильно. Очень странное инженерное решение. То есть это все одноразовое получается. Конечно, я немножко в шоке от разработок Теслы. Я понимаю, что из-за того, что и так машина технологически очень дорогая, они экономят на всем. Но некоторые решения есть, это вообще пипец. Так, ребятушки, короче, самую такую сложную работу я сделал. Я снял ремни безопасности, они лежат. Я снял шторы, чтобы они не болтались. Шторы тоже меняем, они уже есть, как я понял. Аккуратно снял уже упоротый потолок, чтобы не упороть его еще больше. Ни одной клипсы не сломал. Все красиво, все аккуратно. Соответственно, все тоже накладочки, все аккуратно лежит сзади. Возможно, оно где-то испачкается, потому что машина очень грязная, хотя я протер ее. Но при всем при этом все осталось целое. И как бы вот в этом и вся как бы задачка. В принципе, ткань здесь ее сделать аккуратненько, потом химчистку после сборки тачки, и все будет красиво. Ну, как-то так. И на этом, наверное, на сегодня все. Мы закончим с Теслой. Уже мне надо будет скоро двигаться. Кстати, что бы хотел вам сказать. Если кто-то из вас будет заниматься такой же работой, соответственно, что ему надо? В руки нужна головка на 10 для разбора салона. Далее головка на 13. Ковырялочка такая вот, чтобы выковыривать клипсы. Такая чик.
Вот такие вот клипсы, ребят, выковыривать. И Т-45, чтобы выкручивать вот такие вот красивые звездочки. И еще здесь есть вот такая вот штучка, это на 8 головка. Все, это весь набор для того, чтобы вам разобрать салон в Тесле. Нужно быть смелее, очень много на клипсах. Здесь, например, все на клипсах. Здесь тоже все на клипсах. Не бояться, смотреть хорошо, дергать, выдергивать эти клипсы. Смотреть, где еще стоят пластиковые, которые нужно будет ковырялочкой поддернуть, иначе руками вы их просто не выдерете. Вот и весь набор. И на сегодня мы закрываем Теслу. И, наверное, ей уже будет заниматься кто-то другой. Ну все, ребят, а мы дальше по делам. Увидимся с вами попозже, наверное, уже завтра. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way.